Всем привет! Добро пожаловать в бар GTA 5 Online. Что вам предложить? Ах, на мое усмотрение. Прекрасный выбор. Итак, предлагаю вам взять динамику бронированной Курума, но убрать броню. Взять мощное бездорожье от Кенис Камача. Бросаем в шейкер щедрую щепотку тюнинга. Выжимаем туда же свежий Карин Султан. Взбалтываем и разливаем по бокалам. Добавляем ломтик лайма. Готово. Прошу, вот ваш Карин Султан Классик. Еще что-нибудь желаете? Да, друзья, сегодня тестируем Карин Султан Классик. И повод вполне достойный, на этой неделе на машину действует скидка в 40%. Это хорошо потому, что ценник на Султан Классик просто конский. 1,4 миллиона долларов GTA. Ладно, спокойствие. Что мы получим за эти деньги? Четырехместный спорткар с взрывным характером, спокойным дизайном начала 90-х годов 20 века и неплохим набором тюнинга. Неплохо. Вот только примерно то же самое можно найти почти на миллион дешевле. Но обо всем по порядку. Разумеется, тестируем автомобиль в полном тюнинге. При разгоне Султан Классик ведет себя так же, как бронированная Курума. То есть резкий разгон и быстрое достижение максимальной скорости. При этом тачка так ревет мотором, что он того и гляди выпрыгнет из-под капота и убежит в прерии. А вот и результаты. Ничего вам не напоминает? Да, это такие же результаты, как у обычного Карин Султан, бесплатной тачки с улицы. Разница только в динамике разгона. Управляемость недостаточная. Машина плохо входит в повороты в 90 градусов и около того. Руль откликается с небольшой задержкой. Это мешает уверенно маневрировать в транспортном потоке. Будьте готовы к частым столкновениям. За счет мощного мотора машина не замедляется при рулении. Не минус, но и не плюс. А вот теперь начинается самая жесть. Помните про мощное бездорожье, как у Камачо? Карин Султан смотрит на грунтовые дороги как на дерьмо. Он вообще не замедляется. Но есть одна проблема. Если Камачо имеет устойчивость за счет широкой базы и большого веса, у Карин Султан этого нет. Да, он неистово рвется вперед. Но как же его швыряет на кочках? Я так и не смог добиться от него замера максимальной скорости. Поэтому результат – это средняя развиваемая скорость. Полный привод. По поведению машины можно предположить, что на передние колеса передается большая часть крутящего момента. Внешний вид не вызывает какого-то негатива. У Султан Классик очень спокойные обводы корпуса, без острых углов. Мне такие машины нравятся. И к тюнингу. Тут разработчики игры не пожадничали и с обвесами можно вдоволь поиграть. Минимум внешнего тюнинга, чтобы копам лапшу на уши вешать. Пожалуйста. Злобный дрифт-корч с раскрасками. Это есть у нас. Заряженный раллийный автомобиль. Да без проблем. Внешний вид настраивается под себя в широком диапазоне. Ассортимент не так богат, как у Бенни, но близок к этому. И это хорошо.
У Sultan Classic очень взрывное поведение, как у раллийных машин. Лететь по прямой с диким ревом мотора – его стихия. Отличная динамика, довольно высокая скорость, много тюнинга. Это прекрасно. Но, всегда это но. Управление капризное, тормоза плохие. Если вы ездили на форсированной бронированной Куруме, вы поймете, о чем я. Это попытка сделать раллийный автомобиль, но раллийный автомобиль не должен так подскакивать на кочках. И эти скачки все портят. По городу ехать некомфортно из-за постоянных аварий. На трассе не поездишь, поскольку полный привод и динамика швыряют машину в отбойники, не давая чисто войти в поворот. Нужно сильно сбрасывать скорость. И по грунтовым дорогам не погоняешь, поскольку машину постоянно подбрасывает и разворачивает. И за все это с нас требуют 1,4 миллиона долларов GTA. Я считаю, что за полную стоимость машину брать не стоит. Слишком дорого. Но если предлагают скидку не меньше 40%, то взять можно. У машины есть некое очарование, на ней приятно прокатиться просто так, без особой суеты. Для коллекции взять можно. Для повседневных покатушек присмотритесь, например, к Ubermacht Sentinel Classic. Стоит чуть дороже 400 тысяч. Это как фута, но с адекватным управлением и тюнинга много. Чуть подкопив, можно купить великий и прекрасный Pegassi Zentorno. Одна из лучших машин в игре в принципе. Как по показателям, так и по удовольствию от вождения. Ты не познал GTA 5 Online, если не купил Zentorno. Разве я не прав? И даже вариант с обычным форсированным Karin Sultan имеет право на жизнь. Хуже разгон, больше размеры, меньше тюнинга, вот и вся разница. Зато почти даром. Интересный автомобиль со слишком высокой ценой. Для коллекционеров и тех, кого зацепил. Что ж, почему бы и нет? Далеко не каждый сможет позволить себе такую покупку. Так что некий вау-эффект в этом приобретении есть. Я себе его купил, и, пожалуй, оставлю. За себя решайте сами. Для вас старался злобный дверник. Всего вам доброго и до новых встреч.